Я ненавижу светлые фракции Вархаммера. Стараюсь вообще не играть за добрых ребят. К счастью, в Total War Warhammer 3,16 темных фракций, а это 2/3 всей игры. И в их рядах числится 64 лорда. Конечно, не все они уникальны или критически важны для лора, но будем честны, поиграть хочется за каждого. Но как же делать выбор из такого огромного списка? Особенно если ты новичок, который выбирает чисто, по визуалу. Именно поэтому сегодня назову 5 лордов, которые идеально подойдут для зеленых новобранцев и тех, кто вернулся в игру после долгого перерыва. Приятного просмотра. 5-е место. Дзинч и Перевертыш. Вообще, фракция Дзинч — это испытание не для слабонервных. У них очень хрупкий ростер, хотя бы его часть, требующая постоянного микроконтроля. Все завязано на стрелках и тоне магии. Взять тех же огневиков. Это наш главный источник урона, но они отлетают буквально за 5 секунд. Если за ними не присматривать, конечно же. Да и фракционные механики могут вскружить голову. Вариантов столько, что новичку трудно принять решение. Забрать город, может объявить мир или разжечь войну где-то. Для первого раза, дохота еще та. Но почему же тогда в топе Перевертыш? Потому что он идеальный входной билет для тех, кто хочет познать магию, но боится запутаться в кнопках в первом же бою. В отличие от того же Кайроса, Перевертыш позволяет расслабиться. Не хочешь колдовать? Просто прими боевую форму какого-нибудь громилы и иди ломать лица. А если магия затянет, то этот лорд станет отличной базой для перехода к чему-то больше, например, Кайросу. Только посмотрите на это колесо заклинаний. Настоящая вкуснотища для трушных магов. И главное, когда вы решитесь пересесть на двуголового петуха, ростер и базовые фишки фракции будут вам уже знакомы. Да, у главного трикстера игры нет четкой цели. Нас не водят за ручку, и путь мы выбираем абсолютно сами, что поначалу может запутать. Но нормально, что вас запутывает главный запутывальщик. Но все же, это все компенсируется конской экономикой. Вы буквально паразитируете на самых сильных мира сего и не знаете бед с ресурсами. Это максимально упрощает макроконтроль. Хоть что-то же должно быть просто, правильно? А главное, Перевертыш почти невозможно убить. Благодаря невидимости на карте компании вы в полной безопасности. Главное не загуливаться по чужим землям, ведь инвиз работает только в своих регионах. Но даже если что-то пойдет не так, лорд легко восстанавливается. Терять-то нам нечего, своих городов у нас тупо нет, а дипломатия у дзинчитов на высочайшем уровне, так что любая война заканчивается по щелчку пальцев. По сути, это самая безопасная кампания для знакомства с игрой. Настоящий изи-мод. Личная рекомендация: в построках всегда выбирайте направление симбиоза. Так вы никогда не потеряете свои культы, а значит и проиграть не сможете. Это позволит особо не напрягаться и играть в свое удовольствие. Кстати, если хотите увидеть, как это работает на практике, посмотрите мое видео, где я прошел долгую кампанию за Перевертыша на легендарной сложности. Там очень много полезных фишек. А мы продолжаем. 4-е место. Зверолюди. Эта фракция уже давно не считается имбой, как это было в бородатые времена. Но для новичка это буквально спасение. Почему? Да все просто. Здесь минимум контроля. У вас почти нет лучников, которые нужно ювелирно стрелять. И не так много магов, за которыми надо следить. Сама кампания — это чистый отдых. В строительстве выбора почти нет. Стройте только то, что дают. И то строить смысла-то особо нет. Чисто там воину поднанимать. Ведь вся экономика стоит на грабежах и разрушении. Технологии прямолинейные, как рельсы. А ростер практически весь однокнопочный. Выделил всех рамкой и отправил в атаку. А в натиске зверолюди одни из лучших в игре. Это идеальная фракция, чтобы, в принципе, вспомнить, как выглядит Total War и не перегореть от сложности. Но, кого выбрать из лордов? У зверолюдов есть крутая механика. Вы можете легко сконфедерировать всех остальных лордов за любого другого лидера. То есть, за кого бы вы ни начали, поиграете вы все равно за всех. Но среди парнокопытных есть явный фаворит. Таврокс. Этот дикий бычара идеально раскрывает сильные стороны фракции. У вас нет городов, которые нужно защищать, а значит вы просто ходите одной мощной армией и режете все живое. Войско зверолюдов бесплатные, что превращает в игру в режим 0 IQ, и это мега круто для новичков. Но почему именно Таврокс, а не остальные? Казарк одноглазый, это вообще мем, он просто козел, реально ж козел, блин. Ой, это еще инвалидная коляска для скот. Короче, а как лорд, пойдет. Малогор, неплохой летающий маг, прикольно, вау-эффекта нет. Моргур, выбор интересный. Он нереально живучий и разлагает врагов аурой, нанося кучу дэмэджа, что делает его крутым и дамажным танком.
Под ним даже бесполезные отродья начинают хоть что-то мочь, а за это респект. Но зачем нам Моргур, когда есть Таврокс? Он как боец на голову выше всех. Он усиливает не сомнительных отродий, а универсальных минотавров. А минотавры это база. Они есть со щитами против стрелков, есть против пехоты, есть против монстры. Дикие имбы, а с регеном от Таврокса они становятся практически бессмертными. Плюс у Таврокса есть механика восстановления очков передвижения на карте. Как у Хорнитов и даже немножко лучше. Вы можете проводить по несколько битв за ход и бегать по карте как сумасшедшая корова. Короче, бычок однозначный. Топ. Третье место. Норска. После последнего обновления варвары превратились в настоящую имбу. Ростер хоть и остался специфическим, но теперь он максимально перекачан. Взять тех же Химер, Ужасную Пасть или Фимиров с их бешеной регенерацией. Это же просто неистовая мощь. Раньше у всех варваров экономики не было от слова совсем. Но теперь появились хоть какие-то очертания цивилизации. Это дает стимул развивать инфраструктуру. Хотя варвары такие слова и не знают. Короче, технологии стали в десятки раз круче. Мало того, что их четко разделили на боевую и племенную ветку, так мы еще и получили уникальную третью ветку на порабощение мира. Чем больше разных фракций вы перебьете, тем сильнее становитесь. А бафы там просто, ну, конские. В итоге мы имеем имбо-фракцию уже в базе. На лорды там еще лучше. Лично я рекомендую вам Трога, короля троллей. Хотя будем честны, в плане личной мощи он кажется послабее своих коллег. Например, Вульфрик на своем мамонте и как боец посильней, и по бафам для армии не уступает. А Сейлы Вероломный это вообще лютейшая магическая имба. Как по мне, он даже круче Кайроса. Это один из лучших вариантов, чтобы познакомиться с магией в игре. При этом, имея при себе мамонта на 15 тысяч хп с бафом вокруг, кто вообще это балансил? Но все же мой выбор это Трог. Почему именно он? Да потому что он банально комфортней на старте. С ним можно бегать на автобое 24/7 и вообще не знать бед. Плюс у него появилась куча уникальных механик, чего стоит один только призыв Троллячьей Орды. Это же местный аналог Орочьего Вага. Трог дает дикие бонусы всем зверям, а они у Норски и так не слабые были, но главное это жирнющие бафы на троллей. В своем последнем тир-листе на Воинов Хаоса я поставил этих парней довольно высоко, а ведь там у их бафов почти нет, а тут просто загибайте пальцы. 2 бафа в базе у лорда, 3 в древе навыков, еще 5 из технологий, и вуаля. Мы получаем самую дикую монстру 2-3 тира. Ледяные тролли под Трогом это вообще отвал жопы. Трог уже давно не то ничтожество, которое страдало от любого антикрупняка. Теперь это мощный, уникальный и очень приятный лорд. Даже если вы пробовали его раньше до DLC, забудьте тот опыт. Поиграйте за него сейчас, вы будете приятно удивлены. Потому что разрабы явно короля делали с леденящей любовью. Второе место. Сланеш. Многие знают эту фракцию как стеклянные пушки. Куча урона и нулевая живучесть. Кто-то возразит, как это может быть фракция для новичка? Тут же нужен бешеный микроконтроль. А я вам отвечу, все просто, ребята. Времена ватных юнитов давно прошли. Сланеш повторил судьбу Норски. Последний DLC подарила нам сразу 2 новых лордов. И хотя Энкари и Дечала хороши, я лично выделяю именно Маску. У нее есть ряд преимуществ, которых и близко нет у других последователей Принца Тьмы. По порядку. Она идеальный и быстрый боец с уникальными стойками. Что-то похожее есть и у Дечалы, но у Маски это не просто стойки, а целые ауры на всех вокруг. Система танцев работает на всех лордов без исключения, что делает геймплей очень уникальным. К тому же у нее отсутствует магия, что, как ни странно, на руку новичку. Ведь меньше кнопок, меньше нагрузки на контроль, все изи. Но вишенка на торту — это дичайший баф на демонеток. Эти девчонки и раньше были очень сильны, из-за чего считались самыми дорогими рядовыми демонами в игре, но с приходом Маски решилась их главная проблема — живучесть. Загибаете пальцы, опять же, 20 физрезистов в базе. 15 дает Маска, 5 с технологий и еще 10 в танцах, и вуаля! 50 физрезистов! Вы только вдумайтесь, насколько это имбово при их конском уроне. На главный козырь Маска полностью выключает магические атаки у всех врагов. То есть единственная контра физрезиста просто перестает работать, что делает демонеток объективно неубиваемыми. Даже без регенерации. Вы можете сами глянуть мое прохождение за Маску на легендарке, где я поработил весь мир. Там, как всегда, море
качественных и крутых фишек. Рекомендуем. Но почему маска аж на втором месте? Да из-за банально общей имбовости фракции. Здесь идеальная экономика, и от вассала в том числе, позволяющая играть и от защиты, и от разрушения. Современные технологии и сильный ростер, где нет избыточного контроля. Собрал думстаки из демонеток, и это ГГ для любого противника. Плюс маска единственный бесплатный лорд в сегодняшнем списке, что тоже, как по мне, очень весомый аргумент. Ну и наконец-то, первое место. Темные эльфы. Да, наши друзья-други уже не такие имбы, как были во времена второй части. Многие механики им упростили, сделав фракцию более дружелюбной и казуальной. Но было величие это им не вернуло. Почему же они тогда на первом месте? Все просто. У любителей пыток максимально идеальный ростер. Качественная пехота. Одни из лучших стрелков на старт. Мощная артиллерия, монстра, колесницы и магия. В общем, все, чего желает ваша грязная душонка. Это делает фракцию невероятно разнообразной. Добавьте сюда сбалансированные технологии, рабочую экономику через рабов и уникальную механику черных ковчегов, которые превращают эльфов не только в угрозу на земле, но и во властелителей морей. Темные эльфы одна из самых глубоких интересных фракций, даже без сломанных юнитов из новых DLC, как это сейчас принято. И на эти плюсы наслаивается огромный выбор лордов, целых 6 почти уникальных владык. Выбрать трудно, но давайте честно. Малekith — это такой архон, только с длинными ушами. И маг, и боец, и дипломат. Хорош для познания фракции, но, к сожалению, скучноват. Марати неплохой маг, но до Сейла ей очень далеко. Хелиброн крепкий боец, но до маски близко не дотягивает. Локир и Ракард интересные ребята. Один пират на максималках, но старт, душноватый. А второй просто балуется зверушками, особенно драконами, но, к сожалению, драконы не прям сломаны. Так что, увы. А вот Малус, темный клинок, это уже наш выбор. Казалось бы, просто парень на ящерице. Что в нем такого? А дело в том, что Малус одержим демоном Зарканом, который превращает его в настоящую машину аннигиляции. Это объективно сильнейший боец на старте игры среди всех лордов. Хоть что-то же должно быть имбову в этой фракции. Главное, не бояться демонической формы и не вздумать подавлять демона эликсиром в начале кампании. Он не сделает вам ничего плохого, а то, как эльф страдает и стонет под властью Ценкара, это, просто услада для ушей, согласитесь. Но почему он на первом месте? Из-за максимально простого геймплея. Схема такая. Выделяете всю армию в одну группу, а Малуса в другую. Кидаете Малуса вперед, пусть он там кошмарит врагов, а когда его хп упадут почти до нуля, активируйте форму демона и восстанавливайте себе фулл хп и начинайте нарезать всех фарш, пока основная армия не спеша дотопает до замеса. Малус уже унизит пару ключевых отрядов. Миллиард урона у лорда, а армия целехенькая. Это даже проще, чем играть за зверолюду. А представьте, что будет, если вы начнете хотя бы немножечко микроконтролить там лучников, колесницы. Это вообще будет супер-ультра-изи мод. Также ловите лайфхак. Придержите очки талантов до 8-9 уровня, чтобы сразу на максимум качать форму демона и стать окончательно неубиваемым. При такой мощи лорда вообще плевать, какая у вас там армия за спиной, что еще больше поднимает ценность этого красавчика. Малус — это скрытый алмаз в этих темных землях. Объективно лучший выбор для новичка, который хочет ворваться в Total War и почувствовать вкус истинной власти. На этом все. Дай вам боги сил. Удачи.